Всех приветствую на изучение английского. Мы продолжаем изучать фразовые глаголы. Продолжаем тему деньги. И сегодня a waste of money. Как потратить деньги на ветер. И хотя нам инструкция для этого не нужна, все же интересно. I told my brother that he'd be better off buying a flat. If he carries on renting, it's just money down the drain. Be better off doing something. Used to say that somebody would be happier or more satisfied if they were in a particular position or did a particular thing. Opposite, be worse off doing something. Лучше будет, если используется, когда вы хотите сказать, что так вы будете счастливее, более довольны, если поступите определенным образом или сделаете определенную вещь. А противоположность будет хуже, если carry on doing something, continue doing something, продолжать что-то делать. Down the drain, informal. If time, money or effort goes down the drain, it is waste or lost. Если время, деньги или усилия сходят на нет, это значит, что они были потрачены впустую. Я сказала моему брату, что ему лучше приобрести квартиру. Если он будет продолжать арендовать, то это просто вот деньги на ветер. I picked up a couple of chairs in the antique market for £150, but when I had them valued, I was told they were only worth £25 each. I was obviously ripped off. Pick something up. Informal, buy something especially cheaply or by chance. Что-то приобрести дешево, либо удачно. Rip somebody off. Informal. Often passive cheat somebody by making them pay too much for something. Rip off. Noun. Ободрать кого-то. Естественно, неформальное. Обмануть кого-то. Заставить заплатить больше, чем что-то стоит. Есть глагол. Обман. Come to something, add up to something. Прибавить что-то к чему-то. Я приобрела парочку стульев на антикварном рынке за 150 паундов. Но когда я узнала их стоимость, мне сказали, что каждый стоит всего лишь 25. Я была очень разочарована тем, что меня ободрали. I realized the meal would be expensive, but when I got the bill, it came to £250. I couldn't believe it. Я понимала, что еда будет стоить дорого, но когда мне принесли счет в 250 паундов, я просто не могла поверить. I foolishly put £50 on a horse because a friend of mine told me it could not lose. Well, it did. In fact, it came in last. Put something on something. Gamble money on something. Gamble risk money on a game, horse, race, etc. Поставить деньги на что-то. Рисковать деньгами в игре, на лошадиных бегах и так далее. Come in, finish a race in a particular position. Come in first, second, last, etc. Завершить забег в определенной позиции. Первым, вторым, последним и так далее. По глупости я поставил 50 паундов на лошадь, потому что друг сказал, что она не проиграет. Она проиграла. Кстати, вообще пришла последней.
The engineer said that if I put in underfloor heating, it would soon pay for itself. What a load of nonsense. Put something in. Fix equipment somewhere and connect it so that it can be used. Поремонтировать оборудование и сделать так, чтобы оно было в использовании. Pay for itself is if something pays for itself, it saves you money, more money than it originally cost. Когда что-то себя окупает, оно сохраняет вам деньги даже больше, чем это что-то стоило. Так вот, инженер сказал, что если я проведу отопление под полом, как это правильно называется? Ну, отопление, которое под полом находится. Это вскоре само себя окупит. Какой нонсенс. Нет, правда, я слышала, что теплые полы– это очень хорошая вещь. И при этом совершенно не нужны никакие дополнительные обогреватели. I knew that we were paying over the odds for that flat. The trouble is, when we sell it, we'll never get our money back. Get something back, receive something or have something returned to you. Что-то получить, либо чтобы что-то вам вернулось. If you pay over the odds for something, you pay more than usual or more than expected for it. If you charge over the odds, you make somebody pay more than usual or more than expected. Если вы платите сверх меры за что-то, вы платите больше, чем обычно, или больше, чем рассчитывали. Если кто-то просит вас заплатить больше, чем обычно, или больше, чем вы готовы были. I knew that we were... Я знал, что мы переплачиваем за эту квартиру. И проблема в том, что когда мы ее продадим, мы никогда не вернем наши деньги. Да, проблема денег очень сложная. Надеюсь, что хоть что-то было полезным или интересным, или просто приятно провели время. Узнали какие-то новые фразы. Всегда очень рада. Приходите. До новых встреч. Пока.